Коллеги, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал компании ProCPU, официального партнера SolidWorks России. Сегодня мы с вами посмотрим, какие обновления нас ждут при моделировании деталей в новой версии программы SolidWorks 2022. Очень часто в своей работе мы сталкиваемся с необходимостью импортировать STL-детали. Эта работа станет еще проще благодаря гибридному моделированию, которое позволяет объединять сетку BREP со стандартной геометрией BREP SolidWorks в одном теле. Рассмотрим это на конкретном примере. Панель сборки глубоководного аппарата NEMA содержит компоненты, которые были получены путем сканирования и импорта из STL файла. В версии SolidWorks 2022 улучшена функциональность инструментов работы с такими типами файлов. Построение различного рода твердотельных элементов выполняется быстрее за счет исключения промежуточных операций. Например, вы с легкостью можете добавить фаски и скругления, или же воспользоваться командами «вытянутая бабышка» и «вытянутый вырез», без необходимости использования для этого булевых операций или вспомогательной геометрии. В командную панель, вызываемую горячей клавишей S, добавилась удобная строка поиска, благодаря которой можно активизировать команду, показать ее местоположение или добавить ее на панель. Клон граней теперь можно создавать в обе стороны за одну команду. Если модель деталей содержит несколько тел, то в функции Pack and Go появилась возможность их раздельного сохранения. Команда «Отверстие под крепеж» также получила новый функционал. Схема образмеривания прорези стала более гибкой, а в процессе ее позиционирования на грани нажатие клавиши Tab изменяет ориентацию. Виды в разрезе – отличный способ изучить внутреннюю структуру модели, но иногда подходящей плоскости не существует. Теперь мы можем создать разрез модели с использованием имеющейся оси и точки. Инженеры-конструкторы, активно использующие резьбовые соединения, наверняка оценят инструмент мастер шпилек, упрощающий расстановку резьб в модели и существенно снижающий потребление ресурсов компьютера. Достигается это путем создания резьбы в виде косметической текстуры, которая в последующем может быть использована и в чертеже. Многие пользователи SolidWorks не представляют свою работу без использования конфигураций. Для них в свойствах файла появилась новая вкладка «Сводка свойств», в которой гораздо удобнее сравнивать и изменять атрибуты, принадлежащие разным конфигурациям. В этом же окне свойства атрибутов можно назначать одной или группе конфигураций. Произошли изменения и в команде создания системы координат. Теперь справочную систему координат можно создавать не только на основе имеющейся геометрии, но и комбинации параметров в декартовой, цилиндрической и сферической системе. Появилась возможность взаимодействия с элементами графического изображения пользовательской системы координат в окне SolidWorks. Теперь на них можно ссылаться в различного рода построениях. Структурные системы, впервые появившиеся в 2019 версии, получили дальнейшее развитие. Пополнился функционал вспомогательных элементов, преимущественно используемых для обеспечения жесткости конструкции. Например, создание сразу нескольких профилей между двумя имеющимися элементами, или возможностью дотянуть профиль до указанного элемента.
Также появились новые конструктивные типы, элементы подключения. Уголки, стыки-балки, различные виды пластин и так далее. Процесс размещения таких элементов подключения максимально автоматизирован, а в ответных деталях автоматически формируются все необходимые вырезы. Базы данных некоторых библиотечных элементов, которые были наработаны конструкторами в предыдущих версиях сварных изделий SolidWorks, можно интегрировать в структурные системы. Одним из важных нововведений в SolidWorks 2022 стало расширение функциональных возможностей команды «Зеркальное отражение». Теперь можно указывать две плоскости, относительно которых выполняется копирование объектов. Ускорить процесс работы можно с использованием горячей клавиши Q. Она отображает все имеющиеся плоскости в детали. Добавление возможности редактирования профиля непрямолинейной кромки на неплоском основании стало приятным дополнением для деталей листового металла. Это были основные обновления в SolidWorks 2022 при моделировании деталей. С остальными изменениями вы можете ознакомиться на нашем канале.